русский край. Ты табунами славен, вон вороные бродят, в ливнях сухой травы дай. Молодого коня жилы во мне играют. Я проскочу до края горы, степь накреня, ветер раздует пламя, в жаркой крови аргамака травы сгорят под нами в пыль, и копытный цок. Твой аргамак узнает, что такое атака. Бросим робким тропом грохот копыт в лицо. Дорогие друзья, в этом году зачастую программы «Музей звуков» мы ведем из выставочных залов Музея искусств имени Абылхана Костеева. В прошлый раз мы знакомились с останковой живописью. Из полотен буквально звучали копыта иноходцев. А сегодня мы познакомимся с графикой выдающихся художников Евгения Сидоркина, Гурьева, Касамеддинова. Пройдем в зал графики. Ну вот, дорогие друзья, мы и вошли в зал графики. Это замечательное событие, потому что не так часто можно увидеть экспозицию этого рода художественного творчества. У нас много художников-графиков, но главным, пожалуй, можно назвать среди этой плеяды Евгения Сидоркина. И вот ему посвящена вот эта вот персональная выставка. Для того, чтобы компетентнее, полнее представить вам Евгения Сидоркина, я попросил замечательного экскурсовода, с которым мы уже давно знакомы в прошлых программах, Светлану, прокомментировать это событие. Евгений Сидоркин. Добрый день. Мы действительно рады вас видеть в этом зале. У нас уникальное событие, уникальная выставка. Это выставка Евгения Матвеевича Сидоркина, которая посвящена 85-летию со дня его рождения. Нужно сказать, что графика достаточно редко у нас выставляется в постоянной экспозиции, поскольку графика требует отдельных определенных условий. То есть вы видите условия и хранения, и выставления, да, поскольку, как вы видите, этот зал, не наблюдается здесь прямых солнечных лучей, отдельное освещение. Какое-то время листы должны находиться в хранении, да, вот, то есть мы выставляем на какой-то определенный период, затем со всеми осторожностями они у нас отдыхают. И данная выставка интересна тем, что она демонстрирует действительно весь широкий спектр возможностей творчества художника, поскольку, как мы помним, Евгений Матвеевич сразу после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры, архитектуры приезжает в Казахстан. И происходит то, что человек, исконно русский, да, настолько проникается нашим духом, нашим бытом, что мы сейчас не представляем, несколько поколений у нас детей воспитывалось на его Алпамысе-Батыре, да, потому что другого это очень сложно другой образ создать. И, конечно же, Сидоркин успешно работает в разных техниках, обращается и к историческим жанрам, и к народным сказкам. Вот эта изумительная экспозиция «Конные игры». И центральная это Кохпар. Как нужно было проникнуться психологией народа, да, чтобы все это создать в такую единую композицию, чтобы передать вот этот накал борьбы, конного состязания, найти для этого специфические особенности и технические, и композиционные. То есть эта композиция, она смотрится слитно, как единое целое вот в этом круговороте. И опять же, вот то, что мы уже видим, может быть, у последующих поколений, там азарт игры, он превращается в какие-то, представляются какие-то жизненные моменты, да, борьбы за жизнь. А здесь он действительно изображает конное соревнование и азарт вот этой борьбы, спортивной борьбы. Замечательно. Причем у него целая серия конных игр. Но вот это охота. Охота с беркутом, это неотъемлемое. Там тазы бегут, собаки, да? И вот, пожалуй, интересная центральная – это байга.
Да? Мне еще кажется очень важным, поскольку вот для создания такого, казалось бы, легкого, динамичного и созданного на одном дыхании произведения, важно было все это настолько изучить, настолько вникнуть, настолько проникнуться этой духовной, богатой культурой. Опять же, вот то, что мы сейчас говорим, нематериальное наследие. Да? Да. Вот удивительная способность художника проникнуть. По-видимому, он очень хорошо понимал, что казахские лошади – это далеко не однозначное явление. Вот, к примеру, для байги, да, вот, состязания, байги, ристалища, хорошие кони – тарамурат, жюрик. А для того, чтобы передвигаться на большие расстояния, что неотъемлемо связано с кочевым образом жизни, то там, конечно же, жорга и находится. Да? Или особый конь такой с особо болевым тропота. То есть коней было много, самых разных. Ну и это отражается вот в этой серии «Конные игры». Байга – это, конечно же, центральный образ, но вот рядом изумительное полотно Кисклу. И вы знаете, вот эти картины конных игр, они открывают интересную перспективу для размышления не только о художниках, но и о музыкантах. Коней любили и музыканты. А почему? А потому что в образе коня и в конных играх, и в ристалищах этих, в байге ведь присутствует элемент музыкальный, ритм. Вот интересная вещь. Человек, например, идет со скоростью, ну так, 5-6 километров в час. Лошадь продвигается со скоростью 10-12 километров в час. А если посмотреть метр, то не случайно, наверное, в европейской музыке и в песенной культуре казахского народа главный метр – это 80 ударов в минуту, что согласуется с биением сердца. Но если мы прислушаемся к кюям, то ведь они идут в метре 120 ударов в минуту. Шаг лошади, а это удар двух копыт, да? Шаг 120 в минуту. Но вот что интересно. На рысях скорость вроде бы увеличивается, 180 ударов в минуту. Но на самом деле скорость продвижения лошади увеличивается в 2-3 раза, 30 километров. И мы это слышим в музыке. Каким образом? Видите, шаг – одиночные удары. А на рысях двойной удар. Трам, 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 трам. Двойное уплотнение массы. И вот если кюи, изображающие шаг, это шартпе кюи, отдельные струны, то на рысях это
удар по двум струнам, двойной удар. И вот это уплотнение массы дает нам подсознательное ощущение увеличения скорости в 1,5 раза по темпу, и плюс еще двойной удар, множьте на 2, получается сколько? 30 километров в час. А вот галопом лошадь идет 60 километров в час, в 4 раза, в 5 раз быстрее. Но как это отобразить в музыке? Прислушайтесь к кюям такта. И посмотрите, как играет дамбрист. Он бьет по двум струнам, да еще не одним пальцем, а перебором пальцев. Рум! Увеличивая количество ударов, да плюс еще щелчок после струн под деки, получается большое наполнение массы звуковой. И таким образом мы чувствуем, что скорость возросла. 1,120 м, как шаг. Но масса вот эта вот звуковая возросла в 4 раза. Понимаете? И в результате мы понимаем, что скорость здесь уже 60 километров в час. Интереснейшие вот такие наблюдения. По-видимому, когда мы смотрим темп 120, это считается уже быстрый темп. Но в кюях это средний темп. Здесь, несмотря на то, что метр увеличивается, а ощущение нормальной, спокойной езды. Здесь много еще можно размышлять о роли метроритма, которая является одной из главных выразительных средств казахской домровой музыки. Мне кажется, что вот образ коня, он имеет место не только в отображении жизни, быта конных игр, так сказать, и так далее, но и центральное место в эпосе. Я предлагаю начать с работы Абакира Исмаилова, посвященных эпосу. Да, Евгений Матвеевич долго работал достаточно успешно в этой технике, но первым зачинателем был, конечно же, Абакир Исмаилов, который, как мы помним, он организовал первые передвижные выставки, когда они просто листочки развешивали в юртах, да, в 17-м году, и как-то вот это вот такое начало выставочной деятельности в Казахстане, можно сказать. И выдвижение темы эпоса. Ну, в целом он одним из первых, да, вместе с Абылханом Кастеевым отражает казахский эпос и их произведения. Это произведение 45-го года. То, что интересно, вот я наблюдаю и у Сидоркина, и у Гурьева, и у Касамединова, вот там у него в Махамбете эти кони, да? Видите, да, летящие. Очень часто мы видим не процесс движения, знаете, а состояние вот этого продвижения, полета. И вы знаете, действительно, вот такая лошадь, как Жора, конь, ведь поразительная вещь, что я сам наблюдал, когда на седло привязывали кису, наливали айран, и рядом всадник скачущий выводил Жора на размашку рысь. Рысью в размашку. Ну, основные аллюры – это шаг, рысь и галоп. Но внутри каждая бывает разная. Вот когда идет Жорга в размашку, можете представить себе, ни одной капли из кисы не выливается. Лошадь не бежит, не подпрыгивает, а
буквально летит. Впечатление такое, что она не касается земли. Вот, конечно, не могли ни художники, ни музыканты пройти мимо вот этого факта состояния движения. Юрий Петрович, вот вы говорите о состоянии движения, а мне кажется, что здесь какая-то вот более глубинная формула культурного кода. Знаете, я очень признателен вам за эту экскурсию. Такое масштабное знакомство с творчеством, прежде всего, конечно же, Сидоркина. И хочу отметить, что, вы знаете, ведь не только художников вдохновлял образ коня, лошади, и не только музыкантов. Но вот обратите внимание, ведь казахстанский танец, балет во много черпал вдохновения из образа скакуна, лошади, скачек, байги, конных игр. Взять танцы из оперы «Бержан и Сара». Блистательно совершенно узнаваемость вот этих бытовых сцен казахского народа, жизни самого народа. Вот, наверное, завершить программочку, друзья, нам нужно вот хорошей такой танцевальной сцены. Дорогие друзья, какая это богатая тема, так стучат копыта и находца. Она прекрасна и для подачи музыки, объяснения музыкального содержания особенностей казахской музыки, в частности, домбровой. Она прекрасна для подачи творчества казахстанских художников, потому что конь, лошадь, ристалище, игры – это все неотъемлемая часть и самой жизни, и искусства, отображающего эту жизнь. Ну что ж, наше время, к сожалению, заканчивается, но я приглашаю вас на следующие программы. В этом музее изобразительного искусства, музей искусств имени Костеева, где мы всегда найдем тему для того, чтобы поразмышлять, поговорить и показать вам интересные материалы, непосредственно связанные с вот этими моментами общности изобразительного и музыкального искусства. Спасибо вам за внимание к нашей программе. Всего вам доброго и до новых встреч, друзья.